Друзья, всем привет! Сегодня мы рассмотрим новое обновление HyperOS, которое начало разлетаться тестером. У нас сегодня будет подопытным один из смартфонов конгломерата Xiaomi, и мы с вами узнаем, что же интересного в этом обновлении, да и вообще чего стоит ожидать. Поэтому присаживайтесь поудобнее, и мы с вами начинаем. У нас аппарат будет, как обычно, Poco F5 Pro, потому что я на нем являюсь тестером, ну и плюс то, что данное актуальное устройство может получать HyperOS из тех, которые есть у меня на руках. Получается 1.0.3.0 международный индекс, конечно же 14 Android. Сразу, что я заметил из интересного, так это то, что чуть-чуть увеличилась память, занимаемая системой. Но при этом у нас уменьшилось количество системной памяти, а именно раздел другое, потому как в предыдущем обновлении места занималось куда больше. Если кого-то интересует список изменений, то скорее всего тут его не будет, потому что разработчики на такие тестовые прошивки особо ничего не рассылают. Да, пожалуйста, вот такая история. Опять же, если вы являетесь тестером и как бы вам это все добро приходит по воздуху, то в принципе вы сможете увидеть здесь всякого рода изменения. Некоторые наши пользователи писали, что с приходом новой HyperOS на Redmi Note 12 там добавляется режим взаимодействия. Это тот самый, китайский режим, который позволяет нам соединять между собой устройства. Я толком и не понял, насколько это правда в плане глобальной прошивки, потому что на примере этого устройства я данной фичи не замечаю. У меня все по стандарту. Но если разработчики действительно решили добавить это в глобальные прошивки, то они действительно собираются перенести эту идею умного дома из Китая на глобальный рынок. И это будет очень круто. Опять же, учитывая то, что в скором времени состоится большая презентация на МВЦ 2024, где покажут там и умный автомобиль, и умный дом еще вдобавок, то я могу в эту всю историю поверить. Что еще можно заметить в новом обновлении? Это то, что в строке состояния добавляется у нас количество иконок, которые у нас отображаются в уведомлениях. До этого данного опционала у нас не было. В данной же ситуации мы можем поставить одну иконку, 3 иконки или же вообще их отключить. Да, прикольная тема, почему бы и нет. И также я еще заметил, что когда, допустим, мы с вами опускаем шторку, мы с вами получаем неподписанные настройки. То есть, допустим, если вы впервые сталкиваетесь с Xiaomi, то для вас вот эти все кружочки будут, какими-то новыми. Да, логично и тактильно можно понять, что за что отвечает, но если вам это некомфортно, вы нажимаете вот на этот ползунок «Не показывать заголовок», опускаете шторку и у вас появляются подписи под этими настройками. Опять же, для кого-то удобно, для меня лично это неудобно, ибо растягивается много места, и я это отключаю. Далее, по поводу рабочего стола. Он обновляется для смартфона Poco. Вот, пожалуйста, актуальная версия. Если вы хотите поставить на свое Poco устройство еще с MIUI 14, то я думаю, что в нашем телеграм-канале его опубликую, ссылка будет в описании. Из такого, что еще я мог бы отметить, в целом это улучшение в плане быстродействия, производительности, оптимизации, переходов между приложениями, открытия папок, и тому подобное. То есть новая версия позволяет аппарату чувствовать себя очень и очень хорошо. Теперь далее, это раздел экран и яркость. Многие в комментариях под предыдущим видео мне писали и говорили, что вот ты был неправ в плане частоты обновления. И на Poco F5 Pro была такая тема, как приложения, которые используют высокую частоту обновления. То есть там можно было настраивать под каждое приложение, чтобы они использовали максимум 120 Гц условно. Но в предыдущем обновлении именно на примере данного аппарата этой опции не было. И лишь только сейчас они это добавляют. То есть, когда мы переходим на 60, у нас эта опция пропадает. Когда мы с вами возвращаемся на 120, эта фишка у нас проявляется. Так что этот аппарат также не обделили в данном вопросе. По поводу звука и вибрации также многие не знают, что добавляется в расширенных настройках четвертый ползунок, а именно управление звуками уведомлений. То есть, если раньше в MIUI у нас там было 2 или 3 ползунка, которые за все звуки отвечали, это было очень неудобно, то вот с некоторого времени назад разработчики поняли, что это не совсем практично, и пользователям нужно дать разделение. И вот как раз в расширенных настройках это и включается. По поводу обоев, стиля экраноблокировки и тому подобного, тут мы с вами ничего нового не получаем. Разработчики, видимо, решили нам закинуть все эти стили экраноблокировки и на этом свернуть акцию по добавлению чего-то нового.
Да, чего не скажешь про те же супер обои, которые есть тут, конечно же, по умолчанию, но нет у нас, конечно же, супер обоев Луна, но, как вы знаете, их можно вручную поставить, и также, кому это интересно, ссылка будет в описании. И вот еще в разделе батарея я заметил еще одну интересную фишку. Она находится в подразделе защита батареи, тут у нас есть защита при зарядке. Тут две есть опции. Либо обычная зарядка, всегда, значит, разрешать зарядку до 100%, либо же оптимизированная зарядка, которая корректирует ее в зависимости от сценария использования. Опять же, пока что я могу говорить за POCO F5 Pro, что на него это добавляется, но возможно в будущем и другие модели также смогут получить данную фишку. По настройкам в целом, друзья, это и все. Ничего такого сверхнового я не заметил. Виджеты присутствуют, шторка у нас та же самая, которая и есть. Новая анимация зарядки смартфона, да, это все прекрасно. Там камера работает, Google звонилка и тому подобное. Если вас еще также интересует вопрос по поводу синтетики, то я получил следующего рода результаты. Не могу сказать, что они прям супер кардинально отличаются от предыдущей версии, но чуть-чуть по многоядерному тесту тут все же данная прошивка будет выбивать. Но на каком-то сценарии использования там, при играх или еще при чем-то вы не заметите особой разницы. Ну и что же, друзья, пора подвести итог. Что я могу в целом сказать о новом обновлении? Учитывая те фишки, которые добавились, это однозначный плюс. Опять же, в зависимости от смартфона они либо будут, либо их не будет, либо же вообще что-то будет добавляться новое. Но то, что разработчики пытаются как-то нас удивить и промотивировать установить новую их оболочку, это, конечно, очень хорошо. Надеюсь, что в будущем при использовании каких-то сверхбагов не вылезет, ну если они уже не вылезли и если это видео выходит, то означает, что в целом этим продуктом можно пользоваться. И потому, если вы не тестер и вам каким-то образом пришло как-то выборочно это обновление, и вы думаете, стоит его установить или нет, то я вам могу сказать, что стоит. Если о чем-то забыл упомянуть или остались еще какие-то вопросы, смело пишите об этом в комментариях, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.